Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про усреднение инвестиционного портфеля, я вам покажу и расскажу, как это делается, и на моем примере вы тоже сможете это повторить. Очень у многих появляется волнение и паника, когда монеты или токены, которые они покупают, катятся вниз ко дну. Чаще всего это, естественно, наблюдается у новичков. Поначалу я также переживал и даже некоторые активы продавал себе в убыток. В этом, в принципе, ничего страшного нет, кроме потери денег. Ну а кому же нравится терять деньги? Никому. Поэтому, изучая все больше и больше тему инвестиций, я понял, что каждую сделку нужно, во-первых, записывать и сопровождать различными заметками. Если этого не делать, то непонятно, что у тебя, за сколько, когда куплено и какая средняя стоимость покупки. И чтобы вам было доходчивее и понятнее, давайте расскажу на собственном примере. Примерно месяц или полтора назад я освещал площадку Mars Ecosystem. Здесь даже до сих пор сохранились баннеры, которые обещают хорошие проценты за свой вклад. Вот они сверху, 1000% годовых. Ну и естественно, чем больше людей вкладывает в тот или иной пул, проценты всегда падают. Это я уже вам объяснял и рассказывал. Речь не об этом. Речь о том, что здесь действительно можно было заработать. И я тоже, например, перевел сюда свои кейки, чтобы заработать больше, чем предлагал на тот момент PancakeSwap. Собственно, эту тему я и освещал в своем видеоролике. Там я не призывал покупать какие-либо токены, хотя сам, по правде говоря, их потом купил. И купил я Mars Ecosystem токены. На тот момент мне показалось, что это будет более-менее нормальная сделка. График был примерно вот такой. Я видел, что монета доходила аж до $1.40, и когда уже покупал ее я, она стоила 0,43 цента. То есть я сперва видел хорошие показатели монеты, после чего она откатилась, снова поднялась вверх, и вот здесь вот где-то я ее купил по 0,43. Вот казалось, что она падала, и назад решила откатиться. Складывалось ощущение, что она уже должна пойти вверх, но этого не произошло. Что-то пошло не так, как с монетой, так и с самим рынком в целом. После чего монета начала падать все больше и больше, она падала вниз, и в конце концов сегодня мы имеем то, что она стоит 3,5 цента. Да, представляете, она стоит 3,5 цента, а я ее покупал по 0,43. И я абсолютно не переживаю по этому поводу. А все потому, что я веду таблицу и знаю, за сколько, когда, чего я купил и по какой средней цене у меня находится монета в моем портфеле. Значит, смотрите, изначально я купил 2500 монет по 0,43. После чего монета падала. Я купил еще 786 монет уже по 0,17. Далее я докупил еще 2000 монет по 10 центов, 800 по 9,5, 500 по 5,5 и 3100 монет я уже покупал по 4 цента. Это, собственно, и называется усреднение своего актива. Обратите внимание, что средняя стоимость покупки в таблице слева у меня всего 17 центов. То есть, докупая эти монеты, когда они падали по более низкой цене, я тем самым усреднял среднюю стоимость монеты с каждой покупкой все больше и больше. Это очень хорошо работает. Вот давайте, допустим, удалим две строчки и посмотрим, сколько средняя стоимость монеты была бы без вот этих вот покупок. Смотрите, как всего две строчки влияют на цену. Если бы я не усреднил свой актив еще два раза, то средняя стоимость монеты составляла бы 25 центов. Но поскольку я докупил еще 3600 монет, примерно по 5 центов получается, да? Тем самым я сбил цену до 17 центов. А ведь изначально я покупал за 0,43. И, между прочим, потратил на это $1100. В то время как вот эти все остальные монеты мне уже обошлись всего в $500. Но при этом я докупил 7000 монет. То есть я потратил еще половину от того, что вкладывал, но получил в 3 раза больше монет по более низкой цене. Собственно, за счет этого и усреднил среднюю стоимость монеты. Более того, я не доставал свои монеты из пула, и их общее количество постоянно увеличивается. Таким образом, у меня уже 10 тысяч монет находится в этом пуле. Вот снова набежало 738 монет. Давайте их заберем. Каждый раз, когда забираешь, нужно подтверждать транзакцию и платить немножко за газ. Я предпочитаю копить больше и платить за комиссию реже. Но специально для видео заберу и покажу то, что хочу показать дальше. Нажимаю подтвердить. Все, монеты забрал, и они ушли в раздел Climb. Этот раздел немножко хитрый. Здесь в течение полугода монеты разблокируются каждые 3 дня постепенно. Обратите внимание, что у меня в пуле 10 тысяч монет, и я уже заработал 3500 сверху. Но лишь 209 из которых могу забрать прямо сейчас. И снова направить туда в пул. И таким образом 10 тысяч плюс 3,5 это уже 13500 монет. Возвращаемся в таблицу, и здесь есть пометка. Монеты за 0 это награда за стейкинг. Вот эта строчка, куда я впишу количество бесплатных
бесплатных монет. Давайте посчитаем, если у меня 13,5 тысяч монет, а за свои деньги я покупал всего лишь 9746, то выходит, что 3754 монеты достались мне абсолютно бесплатно. Давайте их впишем, 3754 монеты, и обратите внимание теперь на среднюю стоимость покупки. Она становится уже 12 центов. Таким образом, монеты, которые находятся в пуле или стейкинге, неважно, главное, чтобы они приносили пассивный доход и увеличивались, тоже усредняет ваш инвестиционный портфель. Давайте просто предположим, что к лету я уже накоплю 7000 монет, и таким образом моя средняя стоимость покупки данного токена будет уже составлять 10 центов. А ведь я покупал их и по 43, и по 17, и по 10, и по 4, и по 5. Смотрите, лично для себя в своей таблице я сделал еще интересный момент. Здесь у меня строчка для текущей цены монеты. Предположим, что к лету я накоплю 7000 монет, у меня их уже будет 16746, и средняя стоимость покупки будет 10 центов. Так вот, если средняя стоимость монеты опять вернется на 0,43, то возможный доход, если продать все оставшиеся монеты, составит 5500. И это будет полноценный чистый доход. Вот давайте даже посчитаем: 16746 монет умножаем на 0,43, и получается 7200 долларов. Минус сумма вложений, которую я потратил, а именно 1662 доллара. И вот, пожалуйста, чистая прибыль 5538 долларов. Но давайте предположим, что монете будет очень крайне сложно вернуться на 0,43, и она вернется, ну, хотя бы на 0,10 центов. Это та средняя стоимость монеты, которая у меня получится, если я дождусь 7000 бесплатных монет. А это, в принципе, происходит все быстрее и быстрее, потому что я периодически забираю монеты, которые уже нафармил, и отправляю назад в реинвест. Так вот, если монета возвращается на 10 центов, то логично предположить, что я ничего не заработаю. Я смогу выйти в ноль. Да, выйти в ноль это не совсем круто, но зато согласитесь, что до 10 центов ждать намного меньше, чем до 0,43. Это с учетом, что монета сейчас стоит 3,5 цента. Да, она вот так вот сильно укаталась вниз, но ничего страшного, я не теряю надежды, я ее даже, как видите, докупил. И если монета вернется хотя бы к 0,20, то я получу уже двойную прибыль. При условии, что дождусь 7000 монет, которые мне капают с пула, а половину я уже дождался. И давайте покажу вам на примере еще одной монеты, как можно усреднять свой актив. Речь пойдет про токен Cake. Я его покупал в свое время по 20 долларов, но в принципе это было нормально, потому что если посмотреть на график, он доходил и до 40, даже до 42, но вот он куда-то туда-сюда катался, гулял, и впоследствии я его покупал примерно где-то вот здесь. Да, вот тут примерно я его покупал по 20, и в принципе ничего не предвещало беды, но рынок пошел вниз, как всем это известно, и все полетело в трын-тарарын. Сейчас токен Cake можно купить за 7 долларов 65 центов, но лично я его покупал изначально вот за 19,5 монет, потом 45 докупал еще за 20. Далее, после того, как монета упала сильно в цене, я докупил еще такое же количество монет, но уже за полцены практически. Все эти монеты у меня находились в стейкинге, и за счет этого стейкинга мне накапало еще 5 бесплатных монет. Таким образом, я покупал 100 монет, а имею на руках 105, 5 из которых совершенно бесплатных. И вот монеты, которые приходят за 0 со стейкинга или с пулов, как вот, например, предыдущую монету показывал, это очень прекрасно усредняет ваши активы. На данный момент средняя стоимость монеты составляет для меня 14 долларов 76 центов. Предположим, что я сейчас куплю еще 50 токенов Cake и заплачу за них 7,65, как это стоит сейчас на рынке. Что произойдет с моими активами? Средняя стоимость сразу понизится, и цена за один Cake, который я приобрел за все время, составит 12 долларов 48 центов. Но давайте предположим, что все эти токены мне нафармят еще 10 кейков, и число бесплатных монет будет уже не 5, а 15. Средняя стоимость сразу падает до 11,72. Но если предположить, что я куплю 100 монет по этой цене и нафармлю, например, уже 20, а не 15, то средняя стоимость составит уже 10,5 долларов, что, между прочим, нас очень сильно приблизит к цене, которая сейчас на рынке. Но давайте предположим, что я ничего не докупал и имею среднюю стоимость покупки за одну монету 14 долларов 76 центов. В моем портфеле сейчас находится 105,5 монет. Давайте просто предположим, что Cake вернется обратно на отметку 20 долларов, и в этот момент я уже заработаю 553 доллара. Просто дождавшись, когда монета вернется к своим значениям. И вот кто не сможет заработать в этот момент: тот, кто не усредняет свои активы. Если бы я купил монеты по 20 долларов и они бы пошли вниз и испугался этого, и больше ничего не докупал, то, естественно, заработать на падении я также не смог бы, поскольку монета прогулялась бы вниз, а потом вернулась наверх, и мой баланс выровнялся бы просто в ноль. Но теперь за счет того, что я докупал монеты по более низкой цене, для того, чтобы выйти в ноль, мне уже не нужно ждать, когда цена
цена вернется к 20 долларам, потому что средняя стоимость покупки у меня 14 долларов 76 центов. И тем быстрее я смогу заработать, чем больше усредню свой актив. Давайте просто предположим, что у меня есть лишняя 1000 долларов, я ее делю на стоимость покупки токена по текущей цене, и значит, что я могу купить 130 токенов, которые давайте впишем в таблицу. Вписываем 130 токенов, предположим, что я купил по 7 долларов 65 центов. И если монета опять же вернется к значению 20 долларов, то мой заработок уже составит 2158 долларов. Вот так просто, ребята, все это усредняется, ничего здесь сложного нету. Таблицу тоже совершенно несложно сделать ее нужно под себя, каждый делает ее такой, какой она ему кажется удобной. Лично я ее сделал такой, какой вы ее видите на своих экранах. Здесь у меня название актива, далее торговая пара, на которой я совершал эту сделку, сколько куплено монет, сколько продано, сколько осталось и средняя стоимость. Давайте предположим, что я решил продать 100 монет и продал я их по 20 долларов. И таким образом таблица высчитала, что средняя стоимость продажи у меня 20 долларов. Далее я могу увидеть сумму вложений, сумму после продаж и общий доход от вклада. Ну и конечно же то количество монет, которое у меня останется после этой продажи. И надеюсь, что те, кто не вели таблицу и учет своих расходов и доходов, тоже начнут записывать хоть в блокнот, хоть в электронную таблицу. Неважно кому куда удобно, где вам приятнее и комфортнее работать, там и ведите свою бухгалтерию. Итак, давайте напоследок еще раз повторим, как можно усреднить свои активы. Первое — это покупать на падении цены. И второе — это добывать бесплатные монеты через фарминг или через пулы. И, пожалуй, третий вариант — это когда вы комбинируете первое со вторым, как я только что показал на примере токенов Cake и токенов XMS. Если вы будете покупать монеты, то есть докупать, когда она растет, то вы будете также усреднять стоимость своего актива и, разумеется, он будет повышаться. Но если цена прыгает то вверх, то вниз, а вы настроены на долгосрочное хранение монеты, то в принципе это не играет никакой роли. Сегодня вы купили чуть дешевле, завтра купили чуть дороже. Цена все равно усредняется. Где-то вам повезло купить больше монет на одну и ту же сумму, а где-то меньше. Но в целом все это вот примерно так и работает. Если вам понравилось видео, то обязательно пишите в комментариях, что это был крутой видос, ну или что-то типа того. А еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, здесь очень много интересных прикольных плюшек, и естественно, если вы подпишетесь, то будете получать еще больше полезной и интересной информации, потому что не все далеко попадает на YouTube. YouTube — это видеоролик, который нужно смонтировать, снять, а в телегу просто посты улетают на раз-два. Обязательно подписывайтесь, всех жду по ссылке в описании под видео. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.